Эта история началась несколько лет назад в пригороде Голд-Кост в Квинсленде, Австралия. То, что произошло потом, положило начало долгой и крепкой дружбе между сорокой и стаффордширским терьером. Женщина гуляла по парку со своим питомцем, когда увидела в траве маленькую сороку, которая выпала из гнезда. Птенец выглядел ужасно, потому что его маленькие перья были покрыты грязью и соломой. Женщина позвонила мужу и решила посмотреть, сможет ли птенец улететь. Впоследствии они поняли, что маленькая птичка не выживет сама по себе, и решили забрать птенца домой и назвали ее Молли. Женщина накормила сороку специальным кормом для птенцов и решила познакомить Молли с питбулем Пегги. По словам хозяйки, на Пегги уже напали сороки, поэтому она знает, какой у них острый клюв. Поэтому, когда птица на четырех ногах уходила в сторону, она тут же отпрыгивала назад. Однако она не пыталась спрятаться или защититься. Хозяева продолжали заботиться о сороке и пытались наладить контакт с Пегги. Для этого, когда питомцы находились рядом, их угощали лакомством и играли с ними. Контакт произошел, когда Молли сама подошла к Пегги и легла с ней рядом. Собака не убежала, а лишь прижалась ближе, делая это очень осторожно, чтобы не поранить маленькое существо. Это было началом нежной дружбы. Когда Молли выздоровела и подросла, женщина решила не ограничивать ее свободу. Птица может прилетать и улетать, когда захочет. Иногда ее может не быть дома несколько дней, но она снова возвращается в семью. Пегги и Молли всегда вместе. Но Пегги в силу возраста не может все время бегать и играть. Поэтому она иногда притворяется спящей. Вместо того, чтобы улетать, Молли научилась лаять, похоже, начала идентифицировать себя с собакой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.